это уничтожит ваш редуктор, это уничтожит вообще перфоратор. И мотор накроется, и щетки будут быстро уничтожаться, и редуктор, все будет уничтожено. Если не сделать, что я вам покажу в этом видео. Так, вот мы видим сейчас ревизию для редуктора. Вот тут мы вот так его открываем. Мы можем наблюдать вот такую картину, что смазка находится хрен знает где, вот даже на пробке. То есть, когда я сейчас запущу эту систему, то есть, оно не будет задевать масло, это вот вообще аж никак. И более того, я вам сейчас разберу, покажу, как все выглядит в этой системе. Сейчас только закрою тут пробочку. Я сейчас разберу быстренько перфоратор. И более того, я вам скажу, вы встречались по-любому с такой проблемой, как у вас не вылазит отсюда бур, либо наоборот выпадает. Это все потому, что своевременно не происходит смазывание материала внутренних. То есть не происходит, не смазываются детали. А редуктор здесь, вообще в любом отбойнике, перфораторе, он очень огромный. Если это сделать, что я вам сейчас покажу, вы продлите ему жизнь в раз 10 больше. Потому что если так подумать логически, то в перфораторе якорь быстро выходит из строя. Даже представляете, здесь есть этот поршень, как в дизельном авто. Та же структура, вы сейчас, и увидите все сами. И заодно те, кто первый раз с этим сталкивается, увидит, возможно, даже как разбирать перфоратор, потому что мне писали, что как их разбирать, он не раскрывается, чтобы посмотреть, что внутри происходит. Я 2 болтика здесь уже снял, чтобы вас не утомлять ненужной информацией. Вот, вы его сейчас так не откроете. Но будет такой вот совет. В тех режимах, в каких он сейчас переключен, ничего не двигаем по возможности. Не запускаем кнопку старта, чтобы поршень не шевелился. Потому что может там поздвигаться, потом будет геморройно это все собирать. Мы снимаем вот эту кнопку. Сейчас я еще не докрутил. Очень важно вот эту кнопку выкрутить. Переключение режимов. Мы вот так ее выкручиваем, потому что она... Тут штучка есть такая, вот она металлическая, цепляет. А теперь его можно снять даже. Вот мы сняли, видим шестеренку. Это причем уже я добавлял специальную смазку. Потому что если вы разберете свой перфоратор, вы будете видеть, что вот мы видим, к примеру, здесь тоже зубцы, на него тоже масло не попадает. Оно все на краях везде пооставалось. А вот это у нас, собственно, уже и поршень идет. Он, видите, как такой же, как в автомобиле. Сюда не попадает масло, то есть происходит по принципу, как вот здесь. Сейчас вы будете удивлены. То есть, вот я беру болгарку. Мы видим, что абсолютно зубцы сухие. У меня пальцы и то влажнее. Сухие зубцы абсолютно. Я сейчас запущу болгарку. Тут снимаем. Вот я сейчас запущу болгарку. То есть, по факту, вот эти зубцы, они крутятся по сухому, по вот этому вот, по этим зубцам. И смазывания никакого не происходит. Хотя вы можете заметить, что тут масло, его тут просто до хрена. Видите, да? Но сюда оно не попадает. Здесь я тоже буду производить замену масла. И как я его готовил, это масло,
У меня есть видео, чтобы тут сейчас много информации не вливать. Есть видео, где я отдельно готовлю его. Я использую солидол и обычное моторное масло. Мешаю 1 к 2. То есть 1 солидол и 2 моторного масла. Чтобы оно вот такое вот было. Разбрызгивалось по стенкам, стекало. То есть, как правило, редуктор забивается больше половины. Весь забивать нельзя, потому что будут последствия. Вот чтобы его было половина вот здесь заполнена. И таким образом масло никуда не будет вытекать. Не слушайте скептиков. Оно будет полностью обрабатываться здесь и попадать в нужные места. Здесь та же тема происходит. Масло попадает вот туда, вглубь. Вон оно туда уходит, и вся полностью вот эта система, и в патроне осуществляется смазка. Как видите, я не знаю, снимается ли это, но по идее должна сниматься. Но, как видите, по нему смазка проходит и идет также туда, вглубь, и все смазывается здесь. Но это уже, я скажу, что я добавлял уже, что здесь все было литолом заполнено. Это моя маска, которую я изготовил, как можете ее наблюдать. Ну, она перемешалась еще с заводской. Вот такую мы размешиваем. То есть, кто не понял, объясняю еще раз. Берем, к примеру, 50 грамм солидола и грамм 100 моторного масла, чтобы оно вот такое вот было на вид. Сейчас я заправлю, собственно. Обязательно тут есть принципиальное место, куда нужно вставить. Поршень должен попасть прямо сюда, в это отверстие. Если вы хотите продлить своему перфоратору жизнь, вы должны именно сделать так. Вот вы можете видеть, что он не заходит. Значит, можно сделать такую тему. Возвращаем эту штучку сюда. Сейчас я болты уберу. Я хочу также подметить, что если редуктор есть также в обычных этих вот легеньких перфораторов, которые маленькие, короче, в них тоже бывает литол, где-то там разбрызгался солидол, и он не попадает на механизм. Ну, как я вам в болгарке сейчас это показал. Ставите вот эту штуку, чтобы его собрать. Так, оно было вот так. Где-то что-то не попадает. Но иногда надо вот сюда вставить. Иногда надо просто вот здесь вот так попроворачивать. Ну, попасть над этой штучкой. Видите, да? Так вы назад. То есть видно, что попал. Все, мы вот так вот закручиваем его. И перед тем, как
уже полностью собирать. Нужно проверить ударный. Значит, простой на сверление тип, ударный. Но придерживаем пока вот эту всю основу, потому что поршень его выбит. Так, работает на сверление. Просто ударный проверяем. Ну, все работает. Закрываем. Начинаем закручивать. Итак, мы начинаем заливать масло. То есть залили. Ну, так как я сейчас делаю, делать не надо, но это чтобы вы видели. Можно даже вниз направить, чтобы она его по системе вниз уводила. Вот, нужно будет закрыть вот так, конечно. Оно его вниз там увело чуть-чуть. И продолжаем заливать. Чтобы вся система там... Вот я сейчас, видите, не жалею. Ну, то есть я понимаю, что мне содержимого в банке надо где-то половину сюда влить. Вот я сейчас закрою. Не получается сейчас закрыть, но мы сделаем вот такую тему, чтобы оно не выбрызгивало. Но его уже вот уводит вниз, хорошо. Вот это вот лишнее, что тут на крышке, мы можем это вот так вот отсюда вот просто убрать. Вот это вот даже поболее. Вот это вот содержимое мы отсюда вот выбираем. Закрываем сейчас вот это все. Я сейчас его хорошенечко прогоню. Минут так 5. Лучше, конечно, пойти что-то им посверлить. Я его сейчас так... Я сейчас тут стопнусь и покажу вам результат. То есть, чтобы масло все спустилось полностью, надо зубилом где-то поорудовать. Показываем теперь, что внутри. Поорудовать зубилом нужно было для того, чтобы вся жидкость, маска спустилась вниз. Что очень успешно удалось. Показываем, как выглядит все это. Можно еще добавить. Можно еще добавить. Но сразу говорю, не перебарщивать, потому что будет редуктор греться. А греться будет адски. Лично я иногда сюда пару кубиков шприца, может один, и то через сильную эксплуатацию я добавляю моторного чисто масла, для того, чтобы оно разбавлялось, чтобы было всегда жидким. И поверьте, у меня оборудование всегда живет долго и счастливо, поэтому подпишитесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Пишите ваши комментарии. Поставьте этому видео лайк, я очень старался для вас. И вот прогоняем. Звук как бы хуже не стал. Я скажу, что все стало работать лучше. Спасибо за просмотр.